Привет, двоечки. Сегодня посмотрим твою магическую защиту, где у тебя дыра в поле, да, и чем реально закрыть. Вангую, что многие напишут, я прочитала на картинке, что у меня дыра в попе. Но ничего страшного, шутки, как говорится, за 90 плюс приветствуются. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, двоечки. Первый вопрос, где у тебя дыра в поле? Знаешь где? Где ты принца ждешь, и при этом делаешь за этого принца всю работу. Потому что ты постоянно влипаешь в одну и ту же схему. Прилетает мужик, там с красивыми словами, обещаниями, планами на будущее. И он правильные вещи говорит. Смотрит тебе так нежно, глубоко в глаза, рассказывает про чувства, про то, что как вы будете вместе, и что он кушать без тебя даже не может. И ты ведешься. Ты не просто ведешься, ты полностью открываешься вдобавок. Думаешь, вот оно. Наконец-то нормальные отношения будут, где будет тепло, где будет понимание, где будет забота, где я буду на ручках у него сидеть, а он меня по головке гладить и гладить. И дальше начинается твоя обычная песня. Ты начинаешь вкладываться. Все на себе тянешь. Договариваешься там обо всем первое. Планы за двоих строишь. Решаешь всю бытовуху, как свою, так и его. И слушаешь его проблемы часами. Советы даешь, поддержку даешь, внимание даешь. Ты же хорошая девочка. А он продолжает говорить красивые слова, вот эти вот «все у нас будет замечательно». Но, ничего не делать. Ты вот видишь, что реальных поступков ноль, но продолжаешь верить словам, потому что хочется. Потому что он так мило все говорит, потому что ты уже вложилась, бросать жалко. В итоге через пару месяцев ты вымотана до предела, чуть матом не сказал. И ты несешь на себе отношения за двоих. Ты все организуешь, ты все решаешь, ты пыль протираешь у него дома, у себя дома, придумываешь, тянешь. А он просто рядышком плывет, наслаждается твоим вниманием и вот этими красивыми словами и красивыми обещаниями тебя кормит. И вот она твоя дыра. То есть ты отдаешь энергию не туда, ты кормишь фантазии свои, а не реальность. То есть ты веришь в потенциал мужика, но не смотришь на его действия. Ты в мечтах живешь о том, как все будет хорошо, когда он станет таким, каким обещает быть. А по факту ни хера, извини меня за выражение, я опять зажигаться начинаю. Ну а чё вы, двоечки, такие? Я же вас люблю. Ну, блин. Так, я спокоен, я не предвзят. Ты просто батарейка, которую высасываю, да, аккумулятор. И через вот это все у тебя постоянно сил нет. Ты устаешь быстрее других. Тебе вот хочется лечь и ничего не делать. Это твоя, наверное, самая главная заветная мечта. Потому что твоя энергия утекает в эти пустые истории. Ты кормишь чужие иллюзии, при этом тащишь весь воз вот этих отношений. А еще хуже, что ты считаешь это нормальным. Думаешь, так и должно быть.
В отношениях же женщина вкладываться должна больше. Что мужчине нужно время, чтобы он раскрылся, как вот этот, как его называют там, цветочек на солнце. Единственный цветочек, который у него раскрывается, у него находится сама знаешь где. А ты думаешь, надо быть мягче, надо быть терпеливее, надо быть добрее. И вот с этими установками ты притягиваешь однотипных мужиков, болтунов, которые умеют говорить, но делать не умеют. И у тебя в итоге в голове все мужики одинаковые, все болтают, ни хрена не делают. А они просто чувствуют твою дыру на расстоянии. Ну, я имею в виду в хорошем смысле вот эту пробитую дыру. Видят, что ты купишься на слова, и дальше будешь тянуть их. Поэтому и липнут, а нормальные стороной обходят. А зачем им, как сказать, такое? Как закрыть ее? Ну, знаешь, во-первых, ты перестаешь мужиков оправдывать их словами. Вот совсем. С этой секунды, как ты расклад вот этот смотришь, ты смотришь у них только на поступки. Вот смотри, я тебе объясню. С мелочей надо начинать. Потому что в мелочах создано большое. Да, например, из капелек создан океан. Вот так... о, я заговорился. То есть по мелочам сначала. Например, он пообещал позвонить, но не позвонил. Фиксируешь у себя. Он говорил про встречу и отменил ее там в последний момент, да? Записываешь в минусы. Он тебе рассказывает про планы, про свои огромнейшие, а на деле сидит на диване, смотришь на реальность. Не ждешь, когда он эти планы выполнит. Смотри хотя бы, что он начал их делать. И не додумываешь за него больше причин. Не ищешь оправданий, не веришь объяснениям. Ты просто холодно, с трезвой головой смотришь на факты. Сказал и сделал — плюсик. Сказал и не сделал — минусик. 3 минуса подряд человек из твоей жизни выходит. Просто без разговоров, без выяснений и без вот этих второй шанс, прощальный компот, без вот этой ерунды. Просто закрываешь дверь и все. Понимаешь? И вводи в отношения свои правила вот этих, как назовем, нулевых вложений в самом начале отношений. То есть от тебя никаких подвигов на старте отношений. Никаких. Ты не принц, который добивается принцессу. Ты как раз вот эта принцесса и есть. Никакой помощи, никаких решений его проблем, никаких жертв со своим временем. Ты не едешь к нему через весь город за свои же деньги на такси, пока он не доказал делом, что он достоин, чтобы ты приехала. На словах он Лев Толстой, да, а на деле он не молодец. Ты не меняешь свои планы под его график. Ты не слушаешь про его тяжелую жизнь часами, пока он не вложился в тебя реально. Ты держишь дистанцию, спокойную холодную дистанцию. Ты же не хочешь еще раз обжечься, значит, следуешь моим правилам. Пусть он сам проявляет инициативу, пусть сам встречу организует, пусть сам старается, пусть сам едет через весь город. А ты наблюдаешь, а ты оцениваешь. Ты решаешь, там, подходит он тебе или нет. Не он выбирает, ты выбираешь. Понимаешь? И учись говорить короткими вот этими фразами холодными. Без объяснений, без извинений, без мягких подушечек под твои слова. Например, там «мне так не нужно», «мне это не интересно», я там не вижу смысла продолжать».
Все, точка. Не размазывай вот как по сивке бургер ладошкой. Не оправдывайся, не жалей. Это мужчина, представляешь? Это мужик, за которого, за его спину ты хочешь встать, да? Чтобы он за тобой, за тебя точнее стоял. Вот как гора, а ты за этой горой. А у тебя же как? Ты наоборот встаешь и гору начинаешь защищать. И вот этот страх, то, что ты боишься остаться одна, он и открывает вот эту дыру. Ты цепляешься вообще за любого, кто говорит красиво. Потому что ты боишься, что больше никого не будет. Поэтому терпишь обещания пустые, тянешь отношения одна. А вот с сегодняшнего дня ты выбираешь одиночество. Если альтернатива — это болтун и вот этот нахлебник. Лучше быть одной и с энергией, чем в паре и выжатой до нитки, как ты считаешь? Какой совет тут на будущее? Ну, знаешь, продолжай вот, когда все сделаешь, курс держи вот на равенство и не сворачивай. Следующего встретишь, сразу смотри на баланс. Он пригласил на встречу, ты согласилась. Это хорошо. Следующий организуешь ты? Нет. Опять он? Да, пусть так и продолжает. Он помог с делом, благодаришь. Ты ему помогла, смотришь там, отдаст ли он равноценно. Если не отдал, больше не помогаешь. Не тянешь ты больше отношения одна. Ты не компенсируешь его пассивность своей активностью. Ты не делаешь ничего за двоих. Это знаешь, как вот ты идешь ровно столько, сколько идет и он. И он делает первый шаг. Понимаешь? Он сделал шаг, ты сделала шаг. Он остановился, ты тоже стоишь. Не тащишь его с собой, не подталкиваешь, не вдохновляешь. Просто держишь свою линию. Если он не тянет свою часть, ты спокойно уходишь. Без драм, без обид, без ничего, он мужик. Помнишь, в голове он мужчина, а не ты. Просто в голове у себя, вот в мозгах фиксируешь. Это не мой человек. Потому что твой человек — это тот, кто вкладывается наравне с тобой. Кто первым звонит так же часто, как и ты. Кто решает там бытовые вопросы, не перекладывая все на тебя. Понимаешь? Кто заботу проявляет действиями, а не своим длинным языком, который он, как говорится, как помело. Понимаешь? Кто действиями подкрепляет, с таким у тебя, не будет утечки энергии. С таким ты будешь чувствовать подъем, а не вечную усталость. И поле твое останется целым. Нужны равные отношения, где оба делают, оба вкладываются, оба получают. И такие бывают, их много. Их огромное количество, просто ты застряла в пустобрехах. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, я с тобой рядом.